Незуко! Всем привет! С вами Ларри, и это рубрика «Фигурки от дяди Ляо». Вы только что посмотрели распаковку бутлега Недзуку из аниме «Клинок, рассекающий демонов». Если вдруг понравилось, ставь лайк, а мы переходим к оценке. Признаюсь вам, я прошла через, мне кажется, все стадии принятия данной фигурки, потому что когда она ко мне приехала, я обрадовалась. Но когда я начала ее снимать, когда я ее открыла,
потому что это плохо, очень плохо. И если вы не поняли этого из крупных планов, то я вам сейчас объясню, что к чему. Смекаешь? Она не стоит. Я ее держу, и я ее могу держать вот так, и она будет стоять. Но чтобы она вот так стояла, мне пришлось рассверливать ей ноги. Для того, чтобы голова была головой, мне пришлось рассверлить, у нее был облой там внутри головы, в отверстии, у нее был облой. Мне пришлось его тоже вычищать оттуда, чтобы шея залезла в голову, чтобы голова насадилась на шею. Это кошмар. У меня в связи с этим есть вопрос. Мне не важно, сколько вам лет, мне не важно, сколько вы зарабатываете. Если вы идете на Алиэкспресс и покупаете вот это за почти 600 рублей, 591 с копейками, может быть, можно найти дешевле. Я не нашла. Обычно пишут там 200 рублей и 400 еще доставка, то есть те же 600 рублей у вас она получится. Так вот вопрос. Вы получаете это. У вас дома, например, только перф. Если вы не знаете, что такое перф, это перфоратор, сокращение. Так вот, у вас, у папы, если вы вдруг там несовершеннолетний, только перфоратор. Или, например, у вас только перфоратор. Вы получили вот это, и вы не можете ее собрать. Это выброшенные на ветер деньги. Вы не можете ее собрать, вы не можете ее поставить на подставку, потому что даже если вы умудритесь расковырять ей там пилочкой, каким-нибудь там напильничком, который найдете под эти размеры, даже если у вас там есть человек с руками в семье, и он это сделает, в попытках поставить, раздвинуть ей, простите за выражение, ноги, гусары, молчим, у вас отлетит тапок. Он у меня отклеился, я его еще и приклеивала, матерясь. Я за 600 рублей, по идее, могла ее просто выкинуть, потому что я бы не смогла ее собрать, если бы у меня не было дремели и более-менее ровных рук, которыми я все равно умудрилась что-то сломать в ней. Итак, вы купили, вы не можете ей ничего рассверлить. Что вы делаете? Правильно, выбрасываете. А если вы купили это своему маленькому ребенку, ребенок что делает? Правильно, расстраивается. Скажите мне, что у вас такого не было, что вы не покупали такое, у вас все прекрасно в бутлегах собирается, и дети довольны. Давайте, напишите мне это в комментариях, потому что вы пойдете потом и закажете еще одну. Ну ведь это одна такая попалась, может быть, просто не повезло? Нет, они будут все такие. Так же, как и Анзу, которая не встает на подставку, потому что у нее форма ног другая. Вы что хотите? И в итоге вы пойдете купите вторую, третью, пятую. У одной не будет насаживаться голова, вторая не будет вставать на подставку. У третьей будут отваливаться волосы и руки. Эй, Хэм, гляди, я Пикассо. И в итоге вы напокупаете этой хни столько, что в принципе могли бы пойти и купить один оригинал. Один. Без потерь. Без кучи выброшенного на помойку пластика. Я отбомбилась. Спасибо, спасибо. Стало легче. Так вот, у нее все отваливается. На подставку она еле-еле встает, у нее здесь щель. Единственное, мне кажется, что более-менее адекватно у нее сделано, это декали глаз. Это да, это все, но это все. Ну, нет, покрашена тоже фигово, пролита она фигово, покрашена фигово, волосы фиговые. Слово сегодняшнего дня фигово. За 600 рублей, ребят, 600. Оно стоить должно, дай бог, 200. Оно, может, столько и стоит, но просто при 200 рублях, как я уже сказала, 400 будет доставка. Китайцы, они те еще хитрожопые жопы. Второе слово сегодняшнего дня – жопа.
Это что касается фигурки. Оригинал это Банпресто. Я заказала ее с коробкой, вы это видели. Коробка. Конечно же, это не настоящая коробка. Ее прекрасно можно отличить хотя бы потому, что нигде не написано, что это Банпресто, никаких юридических информаций. Я вам вот здесь пущу фотографии оригинальной коробочки, чтобы вы поняли это. То есть вы видели на крупных планах эту коробочку, она у вас со всех сторон она вам покрутилась. И вот вам, пожалуйста, оригинальная коробочка. А что еще по коробке? По коробке это еще и цвет вдобавок. Я не знаю, какая у вас там цветопередача на компьютере, я постараюсь, или там где, на телефоне, где вы смотрите это дело, я постараюсь максимально как бы передать оригинальную вот цветопередачу этой коробки, чтобы вы могли ее сравнить вот с фотками оригинальной коробки. Да, здесь же, они же парой продаются, то есть я так поняла, что их можно купить парой, но можно купить и по отдельности. Но Банпресто выпускала их вот так. И есть еще Недзуку, по-моему, с желтоволосым мальчиком, я не помню, как его зовут. Я смотрела сериал, не надо мне сейчас тапками кидаться, и у меня просто склероз. У них сложные имена. Вот, это что касается коробки. Что касается фигурки, тут тоже все не просто так, у нее цвет вот этой штуки, он немножко другой, ну тут все другое, тут и пластик другой. Я говорю, единственное, что мне понравилось, это декали глаз. В связи с этим я хочу сказать, что, конечно, лицо у нее поприличнее, наверное, чем у Sailor Moon, но она реально, вы знаете, я каждый раз, получая бутлик, думаю, так, окей, что здесь будет не так? Мне даже интересно становится. Когда я ее получила, конечно, обрадовалась, так я думаю, ой, лицо приличное, более-менее аккуратненькое, что-то так через пакет ее посмотрела. А когда я ее начала собирать, у меня начался бадхёрт. Спасибо тебе. Дорогая, в тебе сверлежки, в ней, тебе, да, больше, чем в Рюке. В Рюка мы рассверлили одно место. Sailor Moon, она была недокрашенная, кривенькая, косенькая, но ладно, она садилась на подставку. Ей не надо было ничего сверлить, хотя, возможно, чтобы жезл в руку вставить, наверное, руку надо было рассверлить, но это как бы фигня, она может держать его прекрасно в другой. А вот здесь пришлось, сверлить, клеить, пытаться поставить ее на подставку, потому что пластик жесткий, он даже под горячей водой и там под горячим феном не стал мягким, чтобы я могла раздвинуть ноги так, чтобы они встали на подставку. Ну и сама подставка, конечно, тот еще пипец. Она вся какая-то кривая, косая, не знаю. В итоге она, видите, стоит стрёмно, под наклоном. Есть ощущение, что вот этот тапок реально просто в какой-то момент опять отклеится. Но вы знаете, да, мы будем исправлять это дело. Мы продолжаем рассылку кирпичей от ProHobby. Итого, подводя итог, медаль what the fuck. Реально what the fuck, ребят, я не знаю, кто это покупает. Мне интересно, вот серьезно люди даже не расстраиваются, получая такое? Вы на подставку ее поставить не можете, вы чё? Блин, это же не фигурка от Эшли Вуда, для которой пофиг, стоит она на подставке или нет. Ей нужна подставка, которая идет с ней в комплекте, и она должна на нее ставиться, даже если это бутлег. Чё за нафиг-то, чё за лего такое? В общем, я возмущена до глубины души. Если вы хотите и жаждете себе этого трансформера, я не знаю, просверленного, рассверленного, он у меня, видите, я его поставила все-таки на подставку. Пишем комментарии, условия все те же, вы должны быть подписаны на канал, написать под этим видео комментарий, поставить этому видео лайк. Я буду проверять. Также у меня для вас новость. Рюк из-за прошлого розыгрыша, к сожалению, на него так не откликнулся автор. Скорее всего, это было, знаете, мимо крокодил. Девочка. Ну вот про крокодила она мимо, и все. И пропала. Поэтому Рюк все еще у меня. И в комментариях под этим видео я выберу
2 победителей. 2. К одному поедет вот эта мадама, это будет победитель номер 1. Победитель номер 2 получит рюка из предыдущего видео. Если вы не видели этот обзор, сходите, посмотрите, вот у нас подсказочка тут выскочит. Это все для вас. А у меня на сегодня бомбежка кончена. Всем спасибо. Очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам понравилось, и вы поставили лайк. Заходите к нам в соцсети, делитесь этим видео с друзьями, рассказывайте им, что бывают бутлеги, что такое бутлеги, показывайте им, как это все выглядит, приводите их на канал. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.